Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на моем канале. Ну что, девчоночки, лайки, комментарии, подписки. Поехали! Итак, сегодня к нам вернулся олень. Почему-то многие из вас оленя в олене не узнали. Ну, в принципе, это не имеет никакого значения, потому что в олене оленя узнала клиентка. И это, в принципе, самое главное. Сегодня мы будем выполнять коррекцию, и сегодня нам нужно будет избавиться от длины. Такова задача. Поэтому мы убираем основной материал и снимаем сразу же длину фрезой, стараясь придать форму ноготочку. Далее на чистовую ноготь опиливаем пилочкой, опять же придавая форму и собирая материал с боков наверх. И дальше мы отодвинем кутикулу, уберем птериги, нанесем праймер базовый гель и нанесем новый моделирующий материал. На среднем пальчике при помощи моделирующего материала мы немножечко опустили нижние параллельки, потому что пальчик этот очень сильно вздергивается вверх при отрастании. И поэтому теперь вот этот излишек материала нам необходимо выпилить. Все это мы выпиливаем сначала жесткой фрезой крупной, потом возьмем фрезу помельче и что нужно будет, доберем более меленькой. А теперь приступаем к дизайну. В качестве дизайна у нас сегодня будет потрясающе нежный, очень акварельный, очень весенний дизайн. Сегодня мы с вами будем рисовать подснежники. Для того, чтобы выполнить дизайн в акварельной технике, нам необходим белый фон, потому что именно на белой подложке в акварельной технике цвета гель-лаков у нас будут выглядеть очень замечательно. Да-да, акварель мы сегодня будем с вами выполнять не красками, а именно гель-лаками. Итак, у меня на палитре цвета, которые я смешиваю с обезжиривателем. Наношу эти капли на поверхность ноготочка. Все это работая по-мокрому. Дополнительно обезжиривателем еще перемешиваю между собой все эти оттенки. И излишки цвета снимаю сухой салфеткой. Получается у меня вот такая вот размазня на ноготках. Далее плотными цветами гель-лаков начинаю намечать свои будущие подснежники. Сначала набрасываю зелень, далее намечаю, где же у меня будут будущие цветочки, и потом расставляю блики и серединки у цветов.
Темно-зеленым цветом немножечко прорисовываю зелень, намечаю какие-то лепестки поярче, прорисовываю стебельки своим подснежником, чтобы они не висели в воздухе, а откуда-то росли. И, собственно говоря, нам останется только перекрыть все это безобразие финишем и поверх финишного готового покрытия еще пробежаться белой красочкой, выполнить прорисовочку. Перекрыть всю эту красоту мы решили матовым топом, и пускай у нас белый цвет. Матовый топ обязательно на нем будет пачкаться, но по-другому никак, на то он и матовый, чтобы пачкаться на светлых оттенках. Поэтому мы берем и прорисовываем поверх матового топа еще белую глянцевую красочку. Вот этот вот контраст между матовым покрытием и глянцевой прорисовкой создает дополнительную глубину нашему дизайну, и вживую выглядит просто потрясающе объемно. Итак, вот такие ноготочки у нас сегодня с вами получились. Очень красивые, очень нежные, очень интересные цветочки, от которых так и пахнет весенним настроением, и можно уже смело готовиться к 8 марта. Вы же часто у меня просите показывать две руки моих клиенток с разным дизайном, поэтому, пожалуйста, рассматривайте, какая же рука получилась красивее. Жду ваших комментариев. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!